Приветствую, друзья мои! Как видите, у нас снова зима, выпал снег, очень красиво на улице, и я утром, как только проснулась, сразу пошла прогуляться, потому как знаю, что этот снег вот именно на деревьях, он не задержится. Скорее всего, уже сегодня к обеду его попросту не будет. И потом я подумала, что погода располагает к тому, чтобы снять очередной болтологический выпуск. И тема сегодняшнего выпуска довольно щекотливая. Так получается, что достаточно часто зрители, и это в основном мужчины, предлагают мне сходить в совместный поход. Они пишут мне в личке, там, ВКонтакте, на Ютубе и спрашивают меня, можно ли со мной сходить в поход. Ну, а я пытаюсь как-то там более-менее разъяснить, почему со мной нельзя сходить в поход. И в конце концов я решила озвучить более подробную, обширную версию своего ответа на этот вопрос. Почему я не хожу со зрителями в совместные походы? А не хожу я со зрителями в походы по одной простой причине. Вернее, причин несколько, но это основная. Это правило я придумала для себя очень давно, и думаю, это правило на самом деле подойдет абсолютному большинству походников. И звучит оно примерно так. Никогда не ходи в поход с незнакомым человеком. Как-то мы взяли в свою группу в поход в длительный незнакомого человека. И этот поход у нас превратился в бедствие просто, потому что человек не выдержал нагрузки. У человека была паника, у человека получилось недержание всяких нецензурных слов. И на нашу голову посыпалась масса каких-то там оскорблений и так далее и тому подобное. Вот. И с тех пор я и Жека, вообще мы решили, что брать с собой непроверенного человека, которого ты плохо знаешь, в поход просто неразумно нельзя. Что еще мешает моим походам совместным со зрителем? Это и время, и какие-то географические препятствия. Но основная причина – это я не хожу в походы с незнакомыми людьми. На что вы могли бы возразить? Ну вот ты, Таня, же ходишь в походы с блогерами. Они как бы тоже незнакомые люди, и ты с ними идешь. А там в походе знакомишься, и как бы все у вас хорошо получается. И на этот возможный вопрос я сразу могу дать достаточно определенный ответ. Дело в том, что с каким блогером я тоже не пойду в поход. Прежде чем идти с блогером, коллегой в поход, во-первых, я долго смотрю ролики этого человека. То есть я уже вижу по роликам, как этот человек себя ведет, как он разговаривает, какие у него приоритеты в съемке, его отношения там к природе, к людям. Я слушаю его размышления на разные темы. То есть, так или иначе, у меня складывается какое-то мнение об этом человеке. И я понимаю, хочу я с этим человеком увидеться или нет. И это еще не все. Прежде чем идти в совместный поход, мы долго переписываемся в личке. Переписываемся, задаем друг другу вопросы, решаем какие-то моменты, обсуждаем что-либо. Например, с Андреем Прото, прежде чем я с ним увиделась первый раз в Карелии, мы много разговаривали в скайпе. То есть происходит такое еще более углубленное знакомство, и когда ты уже понимаешь, что да, тебе этот человек приятен, этот человек у тебя не вызывает каких-то там отрицательных эмоций, то да, с этим человеком можно пойти в поход. К тому же блогеры это публичные люди, и для меня лично вот я чувствую себя намного безопаснее, если я иду в поход с человеком, который достаточно открыт для того, чтобы выкладывать себя в общедоступном эфире. Опять же, не с каждым блогером бы я бы пошла в поход. Я вот многих смотрю, и даже мне нравятся их ролики, но я понимаю, что, допустим, если бы я с этим человеком по какой-то причине пошла в поход, на самом деле ничего хорошего с этого не получилось бы. Не, ну мы бы сходили бы, все на самом деле было бы нормально, но не было бы душевного общения, не было бы какого-то дружеского действительно контакта. Скорее всего, это было бы как бы два человека, как-то там прошли в поход, сдерживая свои какие-то, может быть, эмоции. Вот в таком плане. Соответственно, со зрителями, которые, как правило, прячутся за аватарками, там, допустим, либо вообще нет аватарки, либо аватарка там непонятно чего, то есть нету даже фотографии, часто даже нет настоящего имени, есть какой-то ник, вот.
Хорошо, если когда мне в личку пишут ВКонтакте, предлагают пойти в поход, и я иду на страницу этого человека, смотрю хотя бы фотографии, хотя бы примерно по лицу пытаюсь понять, что это за человек. Но, правда, не с тем, чтобы пойти с ним в поход, а просто вообще интересно, что за человек предлагает мне сходить там вместе. Вот. И поэтому на данный момент я придерживаюсь довольно конкретного и достаточно жесткого правила: с незнакомыми людьми я в походы не хожу. Ну, я не скажу, что в принципе невозможно, чтобы я пошла в поход со зрителем. Я думаю, это возможно при стечении обстоятельств каких-то определенных. Может быть, я с этим человеком каким-то образом более близко познакомлюсь там, в переписке, и мы сойдемся по каким-то там основным моментам жизненным и почувствуем, что у нас как-то близка энергетика. Я почувствую, что этот человек для меня достаточно интересен, приятен и, может быть, даже перспективен в плане будущих каких-то общений. И тогда, возможно, я пошла бы в поход с таким человеком. Но на данный момент я получаю приглашения, собственно, от людей, которых я, абсолютно не знаю. Вот абсолютно не знаю. И считаю неразумно и неприемлемо ходить в поход вот так вот, получив приглашение от неизвестного человека, и сразу вот так раз и пойти с ним в поход. Возможно, такой вариант был бы достаточно подходящим для людей, у которых нет напарников по походам, вот, и которым нужны эти напарники, и, возможно, им бы и можно было рискнуть и пойти с таким человеком в поход. Но у меня, к счастью, с напарниками по походам все в порядке, у меня они есть, в самые сложные походы я всегда хожу с кем-то. Ну, собственно говоря, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Это единственный вопрос, на который я хотела озвучить ответ, и это я сейчас и сделала. Поэтому на этом все. А сейчас я еще продолжу гулять, снимать. Какие-то кадры, возможно, войдут в этот ролик. Всем пока! С вами была Татьяна Гордеева. До новых выпусков, друзья!